Этим летом на слуху была новость, что Илон Маск собирается полностью выкупить компанию Twitter. Когда в СМИ начала появляться первая информация, что у Маска есть идея стать владельцем Twitter, акции компании взлетели на 9%. Но знаете, кто еще показал рост после этой новости? Ну конечно же, любимец Илона Маска Dogecoin. Ведь была идея интегрировать эту монету в мессенджер. Но это был бы не Илон Маск, если бы сделка прошла как нужно. Ведь после своих заявлений он отказался от покупки. Потом его обвинили за несоблюдение условий договоренности и сделку много раз переносили. Но вот буквально на днях Маск все-таки собрался с мыслями и официально купил компанию Twitter за 44 миллиарда долларов. На фондовом рынке абсолютно все обсуждают это событие. И конечно же эта новость не смогла обойти рынок крипты, так как Илон Маск заявил, что желает превратить Twitter не просто в крутой мессенджер, а чуть ли не в отдельную децентрализованную метавселенную, в которой естественно будет функционировать Dogecoin. После чего Доги стремительно полетел на Луну, прибавив 80% буквально за одну неделю. Но что это такое? Просто очередной хайп Маска или Доги действительно потенциальная монета, которая должна быть у каждого? Мы разберем в этом видео. А также сегодня вы узнаете, что это за монета и почему она так сильно растет, почему Илон Маск выбрал именно Dogecoin, станет ли Доги новой платежной системой Твиттера и стоит ли покупать эту монету прямо сейчас. Всем привет, меня зовут Влад и вы на канале Coin22, на котором есть очень много интересных роликов. Также они будут выходить в будущем, поэтому чтобы их не пропустить, поставьте лайк этому видео и подпишитесь на канал. А мы начинаем. Перед тем как мы подробно разберем новость о покупке Твиттера и интеграции Dogecoin, я бы хотел ввести вас в курс дела, откуда вообще появилась эта монета и как Илону Маску удалось превратить мемкоин в лидера из топ-10. Как вы понимаете, разбирать скорость транзакций или пропускную способность блокчейна мы не будем, ведь этого всего у Доги нет. По факту название и логотип монеты говорят сами за себя. Dogecoin был создан в 2013 году двумя ребятами, маркетологом из Adobe Джексоном Палмером и программистом Билли Маркусом. Чтобы вы понимали, у них не было цели придумать чудо-разработку, которая сможет принести им миллиарды долларов. Они просто решили сделать монету как можно смешнее и абсурднее, поэтому совместили биткоин и мем из интернета, а на выходе получили Dogecoin. Часто задают вопрос, а почему так много монет в обороте? Это также была задумка разработчиков, и они выпустили 100 миллиардов токенов, чтобы любой желающий мог стать владельцем крипты, имея в кармане лишь пару центов и шелуху от семечек. В то время монету дико начали форсить по различным группам на Reddit, из-за чего создали некое комьюнити в 19 тысяч человек. Ну и цена тогда взлетела на 300%, несмотря на то, что в Китае полным ходом давали по рукам за пользование криптовалютой. Но самым главным фактором, который позволил Dogecoin выбраться из грязи в князи, это, конечно же, Илон Маск. Маск впервые познакомился с Доги еще в 2018 году, когда он публично заручился помочь создателю Dogecoin Джексону Палмеру для борьбы с мошенническими ботами в Твиттере, которые выдавали себя за Маска, чтобы украсть криптовалюту людей. И 7 месяцев спустя Маск написал в Твиттере: «Доги может быть моей любимой криптовалютой». Это довольно круто. И знаете, что случилось с ценой? Она взлетела на 100% буквально за 3 дня. А это всего лишь один твит. Кстати, у нас на канале есть видео, как Илон Маск влияет на криптовалюту с помощью Твиттера. И честно говоря, Маск пампил не только Доги. Так что обязательно посмотрите это видео, чтобы понять, в чем феномен Илона Маска. Вообще было еще много твитов, после которых Доги с чемоданами мчался на Луну. Это и поддержка оплаты Тесла за Доги, и покупка монеты своему сыну, и много-много других, которые были в прошлом. Но самое интересное, собственно, то, что обсуждают именно сейчас, на каждом уголку интернета. Покупка Твиттера. На самом деле мы еще 5 октября в нашем телеграм-канале Coin22 писали, что Илон Маск собирается покупать Твиттер. Поэтому наши подписчики получили эту информацию еще месяц назад. Ведь в телеграм-канале мы ежедневно публикуем самые свежие новости, актуальные события и подробные финансовые отчеты, благодаря которым вы можете зарабатывать. Так что переходи по ссылке в описании, подписывайся, читай и зарабатывай вместе с нами. 27 октября Илон Маск официально закончил свою покупку Twitter за 44 миллиарда долларов. Но, как говорится, в мире не без добрых людей, поскольку помимо Маска определенную часть денег он получил от различных инвесторов, одним из которых стала биржа Binance. Гендиректор биржи написал в Твиттере, что Binance перевела около 500 миллионов долларов в рамках сделки. В мае Binance была указана в заявке SEC как одна из 19 различных сторон, помогающих финансированию поглощения Маска, а директор Binance назвал обязательства компании в размере 500 миллионов долларов небольшим вкладом в дело. Также Morgan Stanley, Bank of America и Barclays выделили не менее 2,5 миллиардов долларов, без которых сделка бы не состоялась. Многие могут подумать, что Маск купил Twitter просто из-за того, что у него много денег и ему некуда
некуда их потратить. Но это не так. Маск четко описал свои планы видения Твиттера в будущем. Маск сказал, что его основной мотивацией для покупки компании является создание будущего цивилизации. Он сказал, что цель состоит в том, чтобы сохранить общую цифровую площадку, где люди с широкими убеждениями могут обсуждать свои взгляды, не прибегая к насилию. Миллиардер считает, что традиционные СМИ постоянно угождают только одной стороне, чтобы на этом заработать, но при этом создают среду, лишенную диалога. Вот почему я купил Твиттер. Я сделал это не для того, чтобы заработать больше денег. Я сделал это, чтобы попытаться помочь человечеству, которое я люблю, написал Илон Маск. Также он пояснил, что не собирается превращать Твиттер в бесплатный ад, без никаких последствий, и что алгоритмы по-прежнему будут предлагать пользователям то, что им интересно, а не то, что хотят власти или еще кто-то другой. Но еще стоит подчеркнуть самую важную проблему, которую хочет решить Маск. Это сокращение спам-ботов. Эту идею Маск предложил еще до покупки. Бот-спам особенно распространен в сфере крипты, где мошенники часто используют личности влиятельных людей, таких как Маск, для привлечения инвесторов. Маск рассматривал возможность решить эту проблему с помощью блокчейна, и во многих источниках была информация, что он желает сделать регистрацию в Твиттере платной. Сумма будет небольшая, но тем не менее это сделает спам гораздо дороже. Нетрудно сложить платную подписку и технологию блокчейна, чтобы понять, в какой валюте будут принимать оплату, ведь это будет Dogecoin. После таких заявлений и обсуждений любимчик Маска вырос более чем на 70% лишь за одну неделю, и это самый высокий показатель по сравнению с другими монетами. К тому же, поскольку Маск желает превратить Twitter в децентрализованную платформу, компания анонсировала опцию отображения NFT. Новая опция под названием NFT Tweet Tile находится в стадии тестирования. Она позволит купить или продать токены с помощью специальной кнопки, а также посмотреть информацию о создателе. В реализации помогают Magic Eden, Rarible, Dapper Labs и Jump Trade. И дополнительно неофициальные источники обсуждают, что Twitter желает создать свой собственный криптокошелек, чтобы не пользоваться сторонними сервисами. Но знаете, NFT и своя метавселенная — это, конечно, хорошо, но, допустим, тот же Instagram, который разработал возможность отображения NFT гораздо раньше, далеко не уехал. Я вам больше скажу, акции компании Facebook, которые в 2021 году переименовали в Meta, за год упали почти на 50%. Понимаю, что и другие компании не особо выросли, но для такого гиганта потери колоссальные. А причиной всему стали убытки Meta Reality Labs, которым Цукерберг выделил $100 миллиардов на разработку метавселенной. Самые большие потери Meta наблюдались, когда на днях опубликовали отчет за третий квартал, который вообще не порадовал инвесторов. Квартальная выручка упала более чем на 50% по сравнению с прошлым годом. Ну и после этого отчета компания Meta потеряла еще около 20% стоимости. К тому же в понедельник, 24 числа, сам Цукерберг получил письмо от инвестора Meta и гендиректора Altmeter Capital, в котором было написано: Meta ушла в сторону излишеств, слишком много людей, слишком много идей, но слишком мало производительности. Он также говорит, что Meta двигается слишком медленно, чтобы сохранить доверие инвесторов, и написал немедленно сократить расходы, персонал и затраты на эту метавселенную, которой так загорелся Цукерберг. По сути, вот вам живой пример, когда миллиардная компания пытается направить финансирование и силы в какую-то мечту десятилетнего школьника. Понятно, что когда серьезные дяди в пиджаках не будут видеть от этого прибыли, финансирование прикроют очень быстро. Как вы понимаете, с такой же проблемой может столкнуться и сам Илон Маск. Ну или подчеркнуть все ошибки своего коллеги по цеху. Здесь уже как повезет. Но как минимум финансирование будет получить гораздо труднее. Но это все второстепенное. Самое важное — это интеграция Dogecoin и его цена, которая за 7 дней выросла почти на 80%. И теперь каждый интересуется, стоит ли запрыгнуть в эту ракету и куда она сможет долететь. Вопрос на самом деле очень интересный. Доги продемонстрировал сумасшедшее ралли за последнюю неделю, поскольку его цена выросла с 5 центов 25 октября до 10 центов на момент записи видео. Примечательно, что цена впервые с 17 августа превысила 8,5 цента, и это позволило ей набрать почти 80% прибыли. Но будет ли продолжаться такое движение в будущем? Поддержкой восходящего тренда являются различные фундаментальные и технические факторы. С технической точки зрения Dogecoin находится на вершине надежной поддержки, которая может предотвратить разворот тренда, если инвесторы не начнут фиксировать прибыль. Прорыв выше уровня сопротивления может привести к более сильному колебанию до 15 или 16 центов. Эта цель прорыва представляет собой расстояние между нижней и верхней границами диапазона. Объем транзакций Dogecoin резко вырос до $60 миллионов, увеличилось количество китов, совершающих транзакции в сети. Это ясно показало, что настроение инвесторов возрождается. Если спрос на монету продолжит расти, инвесторам следует ожидать, что этот текущий импульс сохранится. Но сами понимаете, что сейчас заработать желает каждый, и поэтому, когда мы увидим малейшую просадку, она может превратиться в сильную коррекцию, на которой можно очень много потерять. Сейчас ни для кого не секрет, что
монета держится только на новостях и хайпе, а как мы знаем, хайп имеет свойство заканчиваться, и на это нужно обращать внимание. Начало 2022 года было довольно удачным для Dogecoin, хотя не таким хорошим, как это было в прошлом году. В начале апреля 2022 года рыночная капитализация составляла 19 миллиардов долларов, но увы, с мая она упала примерно с 17 миллиардов до 8 миллиардов долларов перед началом этого роста. Давайте будем откровенны, Dogecoin не имеет своего блокчейна, и это вообще не технологическая монета. Ее с легкостью могут переплюнуть такие ребята, как Polygon, Solana, ADA и так далее. Dogecoin существует только за счет одного человека. Как по мне, для здравого инвестирования это вообще неправильно, когда ваши средства зависят от настроения Илона Маска. И как показывает практика, он может не только влиять положительно, но и негативно. Но вариант прикупить себе немного в долгосрок бесспорно имеет смысл быть. Но чтобы полноценно выделить какую-то часть вашего депозита и сделать основой ваших инвестиций, рискованно и неоправданно. В будущем мы 100% будем наблюдать, как Маск выложит какой-нибудь твит, связанный с Dogecoin, после которого цена пойдет вверх, а имея пару-тройку тысяч монеток Доги, будет приятно увидеть прибыль. Также еще один сценарий использования Доги для заработка – это торговать на вот таких отскоках и новостях, постоянно наблюдая за Илоном Маском и его твитами в сторону Доги, только понятное дело, принимая достаточно высокие риски. Собственно, вот такую картину мы получаем на сегодняшний день. Если будут появляться дополнительные новости, мы обязательно дадим вам знать. Поэтому спасибо вам за просмотр, напишите в комментариях, что еще нужно купить Илону Маску, и будем ждать вас в нашем телеграм-канале. До встречи в следующем видео. Пока!